Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я расскажу вам о китайском бестселлере. Это iQOO, разумеется, Vivo, бренд BBK, корпорация. Neo 7 Racing Edition. Насколько он хорош, если кратко, 120 Гц экран, разумеется. Разумеется, отклик здесь просто молниеносный, грани прямые. Если говорить о процессоре, это тот же самый процессор, как и в Poco F5 Pro, здесь Snapdragon 8 Gen 1 Plus. И если говорить о каких-то особенностях данного девайса, вы представьте, что здесь есть еще и автостоп, что он дешевле, чем этот смарт на 20%. Помимо этого, он не сбрасывал яркость у меня в играх. Помимо этого, у него малый процент расхода заряда. В принципе, в играх 21% при одновременном стриминге на Твиче при максимальной герцовке и максимальной яркости. Тесты у меня все, разумеется, на канале. Но, несмотря на то, что он классно выглядит и у него адекватный ценник, разумеется, у него тоже есть свои минусы. Напоминаю, что в принципе у всего бренда BBK, что в него входит Vivo, iQOO, Realme, Oppo, OnePlus, русский язык на борту в стоке. Здесь нет 20-го бенда, остальные бенды есть. Запись разговоров, разумеется, так как это китайская версия смарта, без уведомления собеседника о начале записи тоже на борту. И это все такие вот плюсы, которые мы получаем, когда мы приобретаем смартфоны, предназначенные для Поднебесной. Если говорить о глобальной версии, ее в принципе не существует. И это не прямое сравнение Poco F5 Pro, потому что Poco F5 Pro это глобалка, плюс мы закупились, я так же, как и вы, во время распродажи по очень вкусному ценнику, и все-таки это обкатанные Redmi, но если брать по камерам, спойлер, вы увидите сравнение, вот это дело Poco рвет по полной программе вообще. Если говорить по поводу каких-то других вопросов, сразу спойлер, здесь у нас выше плотность пикселей, то есть здесь лучший экран. И в принципе экран самое дорогое, поэтому неудивительно, почему Poco дороже. Сразу все карты перед вами раскрыл. Еще раз повторяюсь, почему это интересная штука, потому что это лидер очень многих топов в Китае и реальный лидер по продажам в очень больших количествах категорий. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке из плотного картона. Пакинг хороший. В комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, силиконовый чехол неплохого качества, краткое руководство, блок питания на целые 120 Вт и кабель для зарядки с Type-C на Type-C. Весит смартфон 197 граммов, а габариты 164,8 на 77 на 8,5 мм. Слот прорезиненный на 2 нано-сим-карты, карту памяти, разумеется, запихать нельзя. Несмотря на то, что это, разумеется, китайской версии глобальной в принципе не существует, русский язык, разумеется, на борту, что хорошо. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band в 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Когда сделаю обзор на глобалку Mi Band 8, буду уже 8-е разыгрывать. Помимо этого еще Poco F5 разыгрывается, подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести данный девайс можно в синей, голубой, оранжевой расцветке. Выглядит он практически как и другие смартфоны этого производителя. Тыльная часть выполнена из матового стекла, а рамки из пластмассы. В руке смартфон лежит удобно, одной рукой пользоваться смартфоном можно. Защита от пыли и влаги официально не заявлена, да и неофициальной защиты, разумеется, нет. Так что топить его нельзя, это вам не флагман. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости. Далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, стандартно 2 микрофона и капорт, а вот мини-джека не завезли. И вы обратили внимание, да, что USB Type-C версии 2.0 это плохо, файлы будут скидываться долго, и мини-джека нет, это тоже плохо, проводные наушники вы не подключите. Корпус, к слову, из пластика, но это никак не напрягает, потому что большинство смартфоны все равно носят в чехлах. Далее есть динамики, звучание здесь стерео Hi-Res качества. В настройках можно найти предустановки звучания, функцию высокого разрешения звука, но кастомного эквалайзера нет. Ну и звезд неба по звуку он не хватает, полуторки не ощущаются, хотя здесь полуторка, и в целом по звуку у меня претензий к нему нету. Кодеков достаточно, на экране вы можете весь список видеть, вибромоторчик неплохой, ко всему еще и настраиваемый, но опять же назвать флагманским язык не повернется, но он хорош. Смартфон оснащен AMOLED E5 дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Подбородок у экрана есть, и он средних размеров, контрастность 8 миллионов к 1, цветовой охват, разумеется, 100% DCI-P3, HDR10+, на борту, как и сертификация SGS. Плотность пикселей 388 ppi, пиковая яркость 1,5
1500 нит. В солнечный день с включенной автояркостью яркости хватает, вглядываться в экран не приходится. Запас яркости небольшой, но есть. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть на выбор 60 Гц и авторежим. Частота мгновенной дискретизации касания 1200 Гц. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране. Результат неплохой, в играх он показал себя хорошо, в плане отклика мне он очень понравился. Притом без активации каких-то там игровых режимов. Мультитач на борту на 10 касаний откликается просто молниеносно. Показатели шима вовсе не радужные, так как на 30% шим поднимается до 78. Притом это единственное положение, где такой космический шим. В остальных положениях все нормально. Но вот так. Полноценный Always On дисплей на борту. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Также есть комбинированный способ разблокировки. Много всего интересного они придумали, конечно. Сканер отпечатков пальцев работает быстро и хорошо. Зарегистрировать отпечаток одного и того же пальца нельзя. И это тоже хорошо. Распознавание лица срабатывает отлично, под углом, корректно и быстро. Летим дальше. Процессор, разумеется, Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота которого 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 730, интерфейс Origin OS версии 3.0 на базе Android 13 версии. Разумеется, когда вы смотрите этот обзор, возможно, уже прилетело что-то новое, потому что обновления будут прилетать. Также установлен интеллектуальный графический чип Pro Plus, система охлаждения площадью в 4000 мм². Оперативка здесь, разумеется, LPDDR5 и доступна на выбор 8, 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 и на выбор 128, 256 или 512 гигабайт. Максимум, что возможно с этим процессором. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, которая не для всех, конечно, нужна, и для 4G есть 7 бенд, а вот 20 отсутствует. Связь у меня смартфон ловит хорошо, проблем с датчиком приближения микрофонов у меня никаких не было. Запись разговора на борту без уведомления о начале записи. В принципе, все как в любом китайском смартфоне, в глобалках такого не бывает. Bluetooth версии 5.3, NFC смартфон поддерживает, можно устанавливать ваши любимые программы, допустим, MirPay, и оплачивать покупки. GPS-тест в городских условиях показывает точность стандартно в 3 метра, что для данного процессора абсолютно нормально, это Qualcomm. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке выдал приличные 9 часов 7 минут. Тест я проводил при 120 Гц на максимальной яркости, притом фиксированной, никакой автояркости я специально не включаю. Work Performance он показал 11918 баллов, не космос, но тоже неплохо. Есть у него проводная зарядка Flash Charge на 120 Вт, заряжает просто супер быстро, видите данные на экране. Genshin Impact запускается за 23 секунды, за 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi у меня при 100% яркости улетает 9% заряда. Это много. С другой стороны, в играх при одновременном стриминге на Твиче у меня уходит 21% заряда, опять же на максимальной яркости и максимальной герцовке, и это довольно хороший результат, но не лучший. Для примера, Tactic Cool на Poco F5 Pro у меня запускался при 120 FPS, а здесь он запускается максимум при 60 FPS. Что с прошивкой? Почему такая оптимизация? Почему здесь нет 120 FPS, хотя процессор одинаковый? Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит плохо. Относительно 241 гипс минимально, максимально 309 и в среднем 281 гипс при 100 потоках на 60 минутах. В Geekbench 6, сколько он выдает в сингл-коре и мультикоре, вы видите. Про 3D Mark я могу сказать, вы видите результаты здесь. Стандартно все. Слингшоты на максимум, слингшот Extreme тоже на максимум. Морозилка смарту не потребовалась. Wildlife Extreme 2383, Wildlife Stress Test 10137, Wildlife Extreme Stress Test 2818 и Wildlife тоже, кстати, на максимум. Вантуту выдал стандартный для этого процессора результат в 1 миллион 78 тысяч попугаев. Storage Test показал великолепный для этого типа памяти 77 тысяч. 45-минутный стресс-тест прошел не совсем хорошо, но и не супер плохо. Результаты вы можете наблюдать на экране. Результат теста искусственного интеллекта 3 миллиона 188 тысяч. Здесь теперь самое интересное. У нас основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной сенсор, внимание, Samsung Gen 5 на 50 мегапикселей с оптостабом, сверхширик на 8 мегапикселей и затычка макросенсор на 2 мегапикселя. Запись видео, правда, доступна в максимальном разрешении с основного модуля только в 4К 60 FPS. У Poco F5 Pro это 8К. И цифровая стабилизация также на борту, разумеется. Фронтальный сенсор здесь на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео у него стандартное в 1080p 30 FPS. BBK вообще не нужны фронталки. У Xiaomi хотя бы это 1080p 60 FPS на Poco F5 Pro. В стоке имеется достаточно различных режимов для фото и видеосъемки. Короткие примеры вы сейчас увидите. Я бы сказал, что смарт снимает хорошо. Плюс вы увидите сейчас сравнение. Но 4К 60 FPS это два смартфона iQOO
Neo 7 Racing Edition и наш любимый Poco F5 Pro, разумеется, уже обновленный. И что я вам могу сказать, что вы можете прекрасно видеть, что, опять же, по моему мнению, вчистую в движении, допустим, Xiaomi проигрывает, но барабанная дробь, несмотря на то, что он проигрывает, я вижу, что у него есть 8К, а у iQOO нету. Но с другой стороны, я как и блогер, и потребитель скажу, а зачем мне такие 8К, которые, в принципе, я не знаю, напишите, хоть кто-то использует, но для меня это всегда как показатель запаса у девайса. Но с другой стороны, вот посмотрите, информация, которая передается великим и ужасным Poco, она просто непотребна, а у iQOO можно что-то как-то даже вытянуть. И я могу отметить еще, правда, что единственное, iQOO уже не первый месяц продает, а Poco только в продаже. Но это с одной стороны. А с другой стороны, мы помним, кого копировали Poco. И этот великий и ужасный Redmi был оптимизирован миллиард раз. И по идее, вот это максимум, что они могут выжить из этого сенсора. Вот так. Можно иксы сделать, но мне кажется, что это будет еще менее комплементарно с точки зрения, что мы же хотим, чтобы кто выиграл. Но сейчас мы не хотим, чтобы кто-то выиграл. Вот сейчас X10 на iQOO. Вот сейчас будет X6 на iQOO. Вот X6. X6 iQOO и X6 Xiaomi. Понятно, что большинству не надо будет, но все равно. Но зато у Xiaomi есть 1080p 60 FPS. С другой стороны, кому нужны такие 60 FPS с таким количеством шумов, напишите, может быть, кто-то сможет их использовать как-то. Потому что, ну, вы поняли. И это я не включаю усиление звука у iQOO. Почему? Потому что очень часто с усилением звука он еще хуже работает. Микрофоны родные, может быть, что-то руками закрываю, но мне не важно. Мне важна картинка сейчас. Микрофоны вы и так услышите. 4К 60 FPS, продолжение банкета, основная камера. И это у нас Poco F5 Pro против iQOO. Вы видите позади деревья, позади вот этого здания. И сначала, с одной стороны, конечно, iQOO больше Racing Edition ловит зайчиков, но с другой стороны вытягивает информацию он в разы больше. И, правда, с цветом они оба не угадали, поэтому это не важно. Плюс-минус одинаково посерединке зеленый был. Если говорить про красный цвет, то здесь больше сейчас, наверное, правильно показывает Poco, хотя он еще менее светлый, менее яркий. И если говорить о Макдональдсе, тут проще всего, правильно? Мы все знаем этот желтый знак. И что у нас у Xiaomi? Я вижу белый. Я вижу попытку показать у iQOO желтый. И когда мы говорим, это не камерафоны, мы помним, что кто-то покупает за 30 с лишним тысяч рублей смартфоны. Он ждет того, чтобы это был камерафон. А вот с шумами, смотрите, что делают шумы. С шумами почему-то сейчас хуже. Был iQOO, да и сейчас хуже. Надо смотреть на большом экране, потому что сейчас вполне возможно я ошибаюсь. Пишите, что вам больше понравилось. Так, немного сравнений камер. Poco F5 Pro и iQOO Neo 7 Racing Edition. Вот сейчас вы видите, как снимают их основные модули без движения. Получается, в идеальном освещении, как работают микрофоны, насколько хорошо вас устраивает картинка, решать вам. Но напоминаю, что при выгрузке куда угодно это все будет сжиматься, пережиматься. Так что это 4К для вас, это 1080p, разумеется. И в целом, по поводу цветопередачи и всего остального, помните, что не у всех откалиброванные дорогие экраны. Если вы на смартфоне, который, в принципе, там дешевле 1015, смотрите контент, то у вас могут быть абсолютно другие ощущения. Если вы будете смотреть на откалиброванном мониторе для цветокора, для того, чтобы монтировать что-то, то это будет другая история. Если вы посмотрите исходники в телеге, то это вообще будет третья история. Надеюсь, что вы увидели, как теоретически вы будете потреблять тот контент, который вы запишете на данные аппараты. Ну, еще пример фронталки. Опять же, и та, и другая фронталка в этих условиях записывают неплохо. Хотя, по мне, больше деталей передает iQOO. Но это все, как говорится, относительно. Решать всегда вам, что вас больше устраивает в картинке. Если включить, допустим, усиление голоса на том же iQOO, вот сейчас включено усиление голоса. Насколько изменится ваше ощущение от того, как работает микрофон, я не знаю. Мне всегда усиление голоса при активации у любых смартов и BBK нравится меньше, чем
когда эта функция не работает. Напишите, кстати, вы ей пользуетесь, если у вас есть она. По углу, ну вот сейчас вы видите примерно, как что захватывает. 4К 60 FPS, съемка с двух рук. Я вижу, как iQOO фризит, но у него осталось 4% заряда, вполне возможно из-за этого. Но не будем о грустном, будем о веселом. Вот так примерно они смогут снимать пейзажи примерно в одинаковых условиях. Если присмотреться, то днем, ну я не знаю даже, кто лучше. Кто лучше, по-вашему, днем? По цветам больше угадывает iQOO. Намного больше. Плюс сейчас дымка такая. Ни тот, ни другой, по-моему, смарт не передает вам дымку. И основной забег у нас это Xiaomi против iQOO. Днем апертура 1.8 ISO 50 у одного, у второго выставлена также ISO 50, апертура 1.9, плюс-минус те же тапки, только в профиль. И где мы будем их сравнивать? Разумеется, мы будем сравнивать их по углам. Здесь у нас, по большому счету, кто-то делает кроп. Я думаю, вы догадываетесь, кто, и это не iQOO. Если смотреть второй угол, допустим, вот у нас здесь облако, плюс-минус то же самое. Плюс-минус то же самое по облакам, плюс-минус то же самое по шумам. Если говорить о самом объекте, который больше всего меня, допустим, и вас, наверное, интересует, здесь у нас самое интересное это синий тен, потому что я там был. И если смотреть, допустим, те же бассейны, плюс-минус хуже по мне у Xiaomi. Опять же, по фотографии не особо хочется сравнивать, потому что правильно мне пишут подписчики, что плюс-минус все одинаковое днем. Ты лучше покажи, как ночью. А ночью там разница огромная и в видео, и в фото. Если говорить о черепице, то, допустим, вроде здесь и Xiaomi лучше. А может быть и нет. Если говорить о тенях, то же самое. Здесь есть тени, и здесь. Не знаю, кому нужна будет эта информация. Самое главное, повторяю, что плюс-минус с цветами угадали оба девайса. Если не сказать, что может быть лучше чуть Xiaomi, но по мне у него больше шумов. Исходники будут в телеге, смотрите. И начнем с ночного ультраширика. Здесь все очень просто. Xiaomi апертуру 1.7 выставил ISO 12800, а у наш великий ужасный рейсинг, кстати, он тоже прописывается, апертуру 1.9 и ISO аж 25000. Очень странные дела. Ну ладно, вот так он считает. Если посмотреть на фотографию, то здесь это, конечно, уровень, наверное, смартфона за 1010 и флагмана. Почему? Потому что, ну, вы видите, что небо и земля. Понятно, что у iQOO шумы, понятно, что где-то они по углам оба замылили, но как замылил Xiaomi не особо видно, потому что там все темно. А фотографий было несколько, у Xiaomi ночь это просто печаль. И если говорить о Poco и говорить, что это прошивка свежая, какая она свежая, аппарат уже давным-давно продается просто под другим названием Redmi. Здесь у нас ночь, основные модули и, разумеется, слева, как вы видите, это iQOO, ISO 21000, апертура 1.9, и справа у нас Xiaomi ISO 12800, апертура 1.8. Что мы видим из этой фотографии? Опять же, то, что у Xiaomi, по большому счету, смотреть не на что и нечего, потому что информации практически никакой нет, комментировать не хочется. Что сделал плохо iQOO, я не скажу. Почему? Потому что кромешная мгла, и хорошо, что он что-то снял. Дальше идет предметная съемка. И что я могу вам сказать? Что, с одной стороны, у нас кто-то молодец, Neo 7, iQOO. А Xiaomi не молодец вообще никак. Почему? Потому что я несколько раз фотографировал, все равно получался у меня вот такой фокус на этом расстоянии. Если говорить о Xiaomi, опять же, это неправильное освещение, температура цвета здесь не соответствует, но, видите, он нижнюю часть, допустим, игрушки нормально прорисовал. Если говорить о iQOO, она взяла акцент на голову. Смысл в том, что у фотографии у одного и у другого смартфона хватает недостатков. С другой стороны, для меня важнее, что угадала со светом. Почему и с цветом? Потому что это дело ты потом не поймешь, как оно было. Портретный режим у двух смартфонов, разумеется, все это можно самому вручную потом настраивать, насколько сзади будет у вас блер резкий или нет. Если очень большой блер, то и тот, и другой смартфон не справляются. ISO 82 выставил iQOO апертуру 4.0. Если говорить о фронталке Xiaomi, она выставила апертуру в 2.5, ISO тоже в 50. Если говорить о том, насколько хорошо и прекрасно передали недостатки один и второй смартфон, ну, я вам скажу, что мне больше нравится по количеству деталей то, что сделал iQOO. Как вырезаны волосы, ну, можно долго танцевать, что у кого-то лучше, у кого-то хуже, и здесь, и там. Вот здесь мне не понравилось у Xiaomi, что это за граница такая. С другой стороны, iQOO такая же беда примерно в том же участке.
Разрешение у видео 4К 60 FPS, и кто бы что ни говорил, это прям круто, потому что, если честно, я думал, что гипотетически возможно у iQOO и 4К 30 FPS. И если посмотреть, как можно снимать, допустим, с одной руки, то примерно вот так в солнечный день против солнца вы можете снимать, параллельно идти, микрофоны будут работать именно так. И, повторяюсь, против солнца это просто лютая штука. Почему? Потому что не всякая камера, в принципе, выдерживает количество этих зайчиков. А зайчиков, как вы понимаете, просто море. Вот так вы сможете снимать на пляже. Если на пляже он вывозит, то уже в остальных местах во время солнечного противостояния камеры и солнца он тоже сможет. Смотрите, как жарко. 40 с лишним. Жар аж от земли поднимается, и на камеру это великолепно видно. Если говорить о каких-то других особенностях, давайте посмотрим по поводу основной камеры. Что-нибудь он где-нибудь переключает. X3, X6. X6 переключился на телевик, смотрите-ка. Молодец. В 4К 60 FPS хочу отметить. Притом это произошло максимально плавно все. Вот так. И есть, разумеется, функция усиления голоса. Вот сейчас я с ней говорю, и смысла я в ней не вижу вообще никакого. Обычно она работает хуже у бренда BBK, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus, если она даже есть, но обычно она в Vivo, чем с ней, чем без нее. С ней хуже, чем без нее, в общем. Ну и ультра скромная фронталка, 1080p 30 fps, съемка против солнца, но видите, лицо у меня он вытягивает. Если просто пейзаж пытаться снять, то тоже что-то там пытается. Но, разумеется, лучше вставать вот так, считать морщины и вспоминать, что, кстати, у меня все отключены улучшалки, но все равно он как-то снимает слишком хорошо. Можно включить усиление голоса, разумеется, кому надо. Можно выключить вот так примерно. Роллинг шаттер отсутствует, но фронталка по разрешению максимально эконом-класса. 4К 60 FPS, съемка с одной руки в движении. И будем надеяться, что меня, конечно, не собьют, хотя существует такая вероятность тоже. Но я буду делать все максимально аккуратно. Напоминаю, что так тестировать ничего нельзя, но здесь, наверное, 95% народа катается, используя одну руку. Всегда используем шлем, всегда две руки, два тормоза, без разницы, где бы вы ни катались. Но вернемся все-таки к смартфону. Съемка сейчас, допустим, в движении против солнца, без движения солнца сбоку, с правого фланга. И вот сейчас вы видите, насколько хорошо можно использовать данный смарт, даже если вы будете где-то с кем-то на чем-то кататься и параллельно без окна единственное снимать. Почему? Потому что через окно всегда хуже, потому что окна всегда грязные, но с одной стороны. С другой стороны, разговаривая сейчас в шлеме, если вы меня слышите хорошо, то смарт, значит, справляется с данной задачей очень даже потребно. Насчет всяких элементов, что как видно, ставьте на паузу, либо смотрите исходники опять же в телеге. Я думал, смарт вообще не про съемку, но у него все хорошо получается, что неудивительно в принципе за эти деньги. Он и не дешевый, и не дорогой. Скажем так, OnePlus 10T те же деньги, Poco F5 Pro дороже и еще много всяких прелестей, о которых можно бесконечно говорить. В целом вот так. И, разумеется, немного примеров фронталки, так делать однозначно, опять же, не стоит. Но если необходимо для контента, так тоже делать не стоит. В общем, осуждаю себя сам, но вы сейчас видите, как 1080p 30 fps на вытянутой руке можно будет себя снимать. Микрофон работает, смартфон в чехле на расстоянии примерно метра от источника. Вот так вы сможете снимать фронталку. Фронталка. Как там говорят? Вот так нормально, а вот так плюс 53. Как говорится, вечерело, и iQOO имеет, я в 1000-й раз буду повторять, такие же проблемы, как и все аппараты от бренда BBK. Вы на них выглядите классно. Но это такая же штука, как у Huawei. Ты можешь отключать до упора эти бьюти-режимы, можешь пытаться какой-то угол плохой выбрать, еще что-то. Они реально дорисовывают вам лицо. И я понимаю, что на что это рассчитано. Это как 8 бит плюс FRC и 10 бит, когда 8 бит намного лучше, потому что там контрастность выше, и народу кажется, что вот это то, что я хочу. А 10 бит ты видишь все градации этих цветов.
Вот то же самое с фронталкой. Ты берешь нормальную фронталку, которая показывает тебя, как ты есть на самом деле, и ты такой, фу, ну вы что, долбанулись. Я вот выгляжу нормально на этом смартфоне. И ужасно то, что это дело не отключить практически. Ну ладно, то есть вот вы сейчас примерно знаете, как работает фронталка. Лицо мое всегда можно сравнить с входом. Вход ведется у меня всегда на ролик на Sony FX3 с оптикой. Да, я там мог бы что-то накидать в плане масок, потому что там я и правда выгляжу совсем уж не камильфо и даже, наверное, хуже чуть-чуть, чем в жизни, но там я выгляжу приближенно к реальности. То, что делает iQOO, ну, рисует лица. Хорошо, вы в курсе. Так, суперстабилизация работает только в 1080p 60 fps и буквально там, не знаю, 3 метра пробегусь для того, чтобы вы видели, как она работает. Не считаю супер необходимым этот режим, во-первых. Во-вторых, то, что он есть, это хорошо, и насколько хорошо он отрабатывает, опять же, решать вам. Но это не GoPro, но и то неплохо. Вот я думаю, что вы заметили, что при пробежке у меня ничего плохого не происходит. Мелкие микрофризы я вижу, но не факт, что они у вас будут в записи. Разумеется, двухоконный режим, и фруктов мало не бывает. Вот так успевать будет обрабатывать программа по съемке в режиме онлайн. Вот зайчик. Громко. Плюс-минус так. 4К 60 FPS, основной модуль. Вот здесь, кстати, с цветами беда. Прям беда. Смарт не понял. Здесь смарт, кстати, тоже не понял. Это желтый-желтый. Лук, я думаю, вы прекрасно знаете, как выглядит. Картошка также. И плюс-минус. Плюс-минус все остальное тоже. Основная камера 4К 60 FPS. Абсолютно бесконечно плохое освещение. И это iQOO Neo 7 Racing Edition. Неплохо снимает. Это учитывая, что здесь вообще одна бедная лампочка работает. Здесь не работает, здесь не работает. И сейчас вы увидите, как все это дело в лифте снимает, а мы сможем сказать, стоит это дело своих денег или нет в плане камеры. Видите, скин-тон, тон кожи. Вообще, притом от освещения прям конкретно страдает. И вот так вы сможете себя любимого снимать, если у вас есть какая-то необходимость просто снимать себя в лифте. Не знаю, вы коуч какой-нибудь, либо обзорщик. Вот так будут работать микрофоны, но напоминаю, что все это дело в чехле. Когда я стримил игры, вот это дело в чехле, микрофоны отрабатывали не лучшим образом. Кстати, здесь можно делать X. X. Вау. Бесполезно X10. Все, хватит. Немного ночной фронталки, Racing Edition. И вот так вы сможете себя снимать. Улучшает все. 4К 60 FPS, ночь. И вот так вы сможете снимать пищу свежую не очень. Ночью. В принципе, 20 секунд более чем достаточно, чтобы посмотреть на все в движении. И все. И все в движении. Вот такие штуки покупают, получается, за 140 рублей. Улитки мне не нравятся. Вот это вот прикольная штука, но дорого. Краб. Еще немного украшающие фронталки. Угрожающие, украшающие. Работает неплохо. Все снимаю не на стабилизаторе, а с руки. Еще немного фронталки. iQOO. Семерочка. 30-очка когда-то была, но, к сожалению, из-за курса уже не 30-очка. Но когда был у нас Poco F5 Pro, повторяюсь, 35, эта штука стоила 30. Как я ее проморгал, я не понял. Вы поняли, как я ее проморгал? Я не понял. 4К 60 FPS, вот на такую штуку можно, конечно, смотреть вечно, как рыбка готовится. Освещение, сами видите, какое. Так что iQOO справляется на все 100. Ну а здесь фанатизм суша. 1080p 60 fps, и я вам скажу, что конкретно не хватает, когда тыкаешься на видео ультраширика. Не знаю почему, но вот так. Прямо конкретнейшим образом. Разумеется, ультраширик здесь есть, но только на 1080p 30 fps. И да,
Возмущению нет предела, хотя бы 60 FPS бы сюда добавили, было бы приятно. А 30 это, конечно, печаль печальная. Хотя снимает он и неплохо, но могли бы чуть-чуть $5 добавить, чтобы все серьезнее выглядело. X2, 1080p 30 FPS, движение вот так. 1080p 30 FPS, вот так вот, посмотрим, как он может в ночи. Неплохо. То же самое основа 4К 60 FPS, увидите разницу. Только честно пишите на своих смартах с YouTube пережатым в 300 тысяч раз. 4К 60 FPS, GT3, съемка с одной руки, храм. И вот так вы сможете снимать различные объекты, имеющие историческую и культурную ценность. Хотя, повторяюсь, этому объекту чуть больше 30 лет. Но все равно ощущение, как будто ему 1000 лет. Ну а если не отходить от темы, это 1080p 30 FPS, ультраширик, это максимальное разрешение для съемки ультраширика. Сейчас я, кстати, также здесь тестирую Honor Magic 5 Ultra, у него тоже только 1080p 30 FPS на ультраширик. Ничего удивительного. И фронталка 1080p 30 FPS. Все штатно. Минусы: нет мини-джека, нет 20-го бенда, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, нет запаса плотности по пикселям. На экране они слегка, разумеется, сэкономили, чтобы сделать его дешевле. И цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте посмотреть телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто подпишется на этот канал, огромное спасибо. Я для вас стараюсь обозревать все. Я понимаю, что данных трубок в России, наверное, человек 100 максимум купит. И она, в принципе, своих денег, по моему мнению, стоит. А в Китае ее скупили просто в безумных количествах. Но я думаю, что для понимания того, как развивается рынок, эта информация вам будет полезна по поводу таких смартфонов. Тем более тот же Poco F5 Pro, это тот же Redmi K60, плюс-минус. Резюмировать я бы хотел на основную камеру iQOO Neo 7 Racing Edition. И сейчас вы видите, как она может снимать в идеальных условиях. Сейчас вы слышите, как работают микрофоны. Не включал я усиление голоса. Допустим, сниму очки, надену очки. И если говорить о каких-то особенностях, очень часто смартфоны у меня вызывают какие-то негативные эмоции. И в первую очередь это касается цена-качество. Вот здесь цена-качество соответствует в моем понимании на 100%. Повторяюсь, BBK не блокировал iQOO. Повторяюсь, что iQOO никому не нужен практически в России. То есть, если вы посмотрите ветки обсуждения, они не особо интересны. Но с другой стороны, если вы посмотрите лидеры продаж у Поднебесной, вы очень сильно удивитесь, как много среднячков от iQOO есть у них. Почему? Потому что, еще раз повторяюсь, нормальный экран, автостап, стабильно работающая система. Если говорить про Poco F5 Pro, то, друзья, у меня есть запись на Твиче и запись на лайв-канале, где он через 4 минуты в 2 раза сбросил яркость в игре. В 2 раза. Я понимаю, что у него плотность пикселей выше, но это очень сильно и очень плохо. И это ощутимо. Если говорить о iQOO, то такой печали не было. Плюс, если говорить, опять же, Poco F5 Pro недавно вышел, он не недавно вышел, потому что Redmi свои аппараты выгрузили, которые они копировали благополучным образом, эгегей, наверное, полгода назад. Если говорить о iQOO, ему 3 месяца. Выбирать из этих двух девайсов я не могу. Почему? Потому что знаю, что если я приобрету Poco, я его без проблем продам. Если я приобрету iQOO, то проблема продавать будет при любом раскладе. Тем более у нас, в принципе, ни бренд Oppo, ни бренд Vivo, ни бренд iQOO не особо популярен. Поэтому, если вам полезны или интересны такие обзоры, смотрите, пишите в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзор. Я все еще размышляю, купить ли какой-нибудь бесполезный Sony, потому что я потеряю на нем 1030 на новиночке. Pixel 7a у меня уже через дня 3 будет на руках. Напоминаю, что скоро будет такой же не особо популярный Honor Ultimate 5, новенький. Помимо этого, разумеется, Poco F5 Pro, разумеется, Poco M5, который я так и не обозревал. И еще много всего. Приходите на Twitch, будем общаться во время того, как я гоняю эти смартфоны в онлайне. Пишите в комментах, с чем вы не согласны по поводу, может быть, каких-то выводов. И, разумеется, исходники фото и видео, напоминаю, в моей личной телеге. То есть у меня 3 основные телеги. Это первая телега скидок, я туда скидываю то, что я сам успел приобрести на распродаже.
плюс какие-то важные новости. Второе, это мой личный телеграм-канал, куда я скидываю примеры фото и видео. И третье, это телега взаимопомощи. Вы туда приходите, прописываете тех задания, где планируете покупать, ритейл или Али, и вам люди подкидывают идеи, что, на что посмотреть, будь то наушники, часы, телефон или еще что-то, потому что пользователей много, нас больше 10 тысяч, все они активные, живые. Девайсу от меня однозначно да, если вы приобрели, вообще не расстраивайтесь, он классный. Добра и удачи вам, дорогие друзья!